Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Garnish Life. Меня зовут Игорь, и я увлекаюсь водородными разработками. Вот эту нарезочку, которую вы сейчас видели, это мой небольшой эксперимент. Вместе с единомышленником мы решили попробовать поплавить алюминий, а именно добиться его пористости. Вообще задача у меня стоит собрать установку, которая будет производить пористый алюминий. Штука очень классная, тем более, что наши друзья и соседи китайцы уже давно производят вспененный пористый алюминий и продают его по всему миру. А в России с этим немножко тяжко. И очень хочется к этому прийти, хочется собрать установку, хочется добиться результата и сделать пористый алюминий. Но, не знаю, как плавить алюминий, это очень сделать тяжело. Поэтому в последние месяцы я по выходным езжу к своему товарищу, с которым мы непосредственно и плавим алюминий, но с открытыми порами. Очень интересный материал получается с открытыми порами за счет гидрогеля. Сам гидрогель на 90% состоит из воды и на 10% из глицерина. А также я решил пропитать гидрогель еще, шарики сами эти арбизовые, я решил пропитать, медным купоросом. Причем самый интересный момент, если вы добавите там буквально 0,001%, шарики начинают расти, гидрогелевые, а если 0,02% от количества воды, то уже процесс этот не получается. И поэтому гидрогелевые шарики получаются не совсем аккуратные, состоящие как раз вот с медным купоросом. Я это сделал для того, чтобы в надежде, что когда мы будем плавить алюминий, он начнет интересно внутри структура подкрашиваться. Не знаю, получится или нет. Сегодня мы с вами это посмотрим. В общем, идем к моему товарищу и будем проводить сегодня этот эксперимент. Думаю, будет очень интересно и, наверное, даже полезно. Если это так, то давайте лайк. Будет классно. Проходить это все будет, как вы поняли, уже в гаражах. Сами понимаете. Все зависит от возможностей. Ну и на самом деле главное желание. В общем, я уже у Виктора, сейчас я вас с ним познакомлю. Хотел показать, чем занимается Виктор. Он собирает вот такие штуки. Он собирает вот такие присоски промышленные, которые способны выдерживать невероятные нагрузки и поднимать стекла больших габаритов, большой массы. И в том числе и удерживаться для товарищей альпинистов. Сейчас я спрошу. Сейчас давайте с Виктором познакомимся. Это Виктор. Виктор, расскажите, пожалуйста, сколько выдерживают ваши присоски? Тройная выдерживает до 300 килограмм. То есть 300 килограмм можно выдерживать? Да, у нее титановые клавиши, которые позволяют дать нагрузку. Я, кстати, видел один ролик с подобными присосками, которые собирает Виктор, и я был удивлен. И я обязательно сейчас ставлю этот момент. Посмотрите, пожалуйста. Демонстрируются возможности эспандера относительно его быстродействия. А вы представляете, человек сам их разрабатывает, они получаются очень прикольные. Самое интересное, как такое, то есть моментально человек прилипает к стеклу, это говорит о надежности. Вот. И Виктор как раз тот единомышленник, который тоже поддержал идею добиться пористого алюминия, и в принципе как раз мы сегодня с ним и будем проводить эксперимент. Так что давайте приступать. Были гидрогелевые шарики небольших габаритов, и получилась вот такая интересная текстура. Ну так, конечно, для первых экспериментов, мне кажется, зачет. В принципе, это уже, наверное, 3-й или 4-й раз мы вместе сейчас будем плавить металл. Вообще интересные получаются образцы. Вот. И, конечно, если это довести до ума, то можно сделать очень классный материал с открытыми порами для каких-то декоративных изделий, каких-то арт-объектов или еще чего-то такого. В общем, облагораживать какие-то пространства вот таким вот интересным материалом. Этот материал, из него будет сделано чуть ребит, конечно. Из него будет сделана как раз основа для формы. А вот непосредственно тигель, ребит, конечно, газ, который позволит расплавить алюминий. И рабочее пространство. Вот здесь это все будет сейчас происходить. Ну и сейчас сами арбизы покажу. Так, сейчас. Вот они, гидрогелевые шарики. На 10% состоят из глицерина, на 90% из воды. Разноцветные, да и хрен бы ж с ними. Главное
добиться результата пористости алюминия с открытыми порами. Но вообще чисто теоретически такой материал обладать будет интересными функциями. Давайте сначала его сделаем, а потом я попробую рассказать вам об этом. Хотим сделать большую форму, что-то вроде кирпича, чтобы посмотреть на результат в большом размере, в большом, точнее, в больших габаритах. А вот и наш импровизированный декоративный кирпич. Из пенопласта, но это не главное. Главное добиться формы и габаритов. Для разделения форм используется тальк. Ну и опалубка такая уже повидавшая виды. То есть видно, что не одно изделие было выпущено на этой опалубке. Это, если я не ошибаюсь, называется литник, да? Да. Литник. Все это дело прессуется для того, чтобы не рассыпалась и устойчиво держала форму. А мы будем делать вот сверху, увеличивать литник, как в прошлый раз? Она и так высокая. Да? Отверстие для выхода газов, воздуха по 4 сторонам. И в центре будет заливка осуществляться. А нет, надо сделать нам, надо поднять столб. Поднять? Да, вот Виктор решил, что все-таки, как в прошлые разы, приподнимет столб, чтобы более эффективно это все дело заливалось. Сейчас посмотрим, как там металл. Ну, вообще там нормально так. Даже можно погреться. Увеличили канал, чтобы более эффективно заполнить форму. Оп. Вот такая красота пока получается. Вот посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас из этого выйдет. Прям видно, что температура не маленькая. 900 градусов. Подсказывает 900 градусов. Ну и мы решили еще одну форму сделать. Поменьше. Поместить туда сердечко. И уже залить гидрогелевые шарики с медным купоросом. Сейчас я покажу, как они выглядят. Они слегка деформированные, но это объяснимо, потому что это не чистая вода была. Но, в принципе, не должно это помешать. Так вот это выглядит. Кстати, мало кто знает, что вот есть такой проект iSculpt. Я его в 2017 году запускал. Вот, наборы для создания скульптур рук. На самом деле, грубо говоря, отец, который это все дело сделал, это был я. Я придумал эти наборы, потом появились ребята, которые стали пародировать. Сейчас можно даже встретить вот это название еще у кого-то. И братья-китайцы полностью это все дело испортили, стали продавать какие-то дешманские материалы, ну и тяжело было конкурировать уже с ними. И проект, ну, на самом деле, я им больше не занимаюсь пока. Он
В принципе, он очень был интересен людям в регионах и в России, ну, по всей России, включая Москву. И в общей сложности количество людей, которые сделали скульптуры, ну, точно больше нескольких тысяч человек. То есть, ну, точное число я точно не скажу, но это прям тысячи людей, у кого дома сегодня скульптуры их с их близкими стоят где-то там на полочках или, может быть, куда-то убраны. Вот. Ну, в общем, ребята, вот такая вот интересная история. То есть с 2017 года вот этот проект работал. Последние несколько лет, в принципе, уже эти наборы не найти. А вот непосредственно и сердце наше. Форма уже готова. Какая прелесть. Осторожно. Ну что, засыпаем? Да. А в чем смысл у них? Как я рассчитываю, что они должны подметь, покрасить алюминий, когда будут испаряться. Ну, сделают их текстуру внутреннюю чуть интересной, если получится. Ну, сейчас посмотрим. Кстати, Виктор очень интересные детали сейчас для разных объектов. Вензеля, украшения какие-то отливает. Красиво. Смотрите, какая прелесть. 900 градусов. Алюминий плавится 660 градусов. Там прям видно красное все такое. Ну что, заливаем при такой Да, температуре? да, заливаем. Все, наша первая форма с сердечками и наш импровизированный кирпич. Как думаете, получится? Сейчас. Ух. Ой, ой-ой-ой. Ух. Выплевывает. Большой объем. Большой объем, да, по-другому себя ведет, не как с маленьким. А оно, интересно, пролилось? Не знаю. Может, в другие залить отверстия, вот которые? Ну да, прямо это. И дыма больше, нежели чем в прошлые разы. А тут более проще оказалось. Ух. А дымит так основательно Дымит, потому что он, на фанеру. где у меня вода. В этот раз их выкинуло оттуда. В прошлые разы, когда мы заливали, такого не было эффекта. И, кстати, и дыма было меньше. То есть большой объем, большой размер, и уже материал себя по-другому ведет.
Вот тут лежал один шарик. Оставил след после себя. Вытащили из формы. Видите, они уменьшились в размерах. Сейчас увидим с вами, что у нас получилось. Ну, собственно, ничего нового, как и там все. Ну да. Осторожно. Кстати, интересно, как гидрогель оттуда удалить. Смотрите, они выдуваются просто на ура, освобождая поры и непосредственно делая материал светопропускаемым. Ну, форма, в принципе, пролилась полностью. Несмотря на то, что мы ее заливали второй, температуры хватило пролить ее. А вот теперь посмотрим, что с кирпичом стало, который сейчас проливали. Пролился он или не пролился? Из-за того, что гидрогель имел большое количество воды, форма вся промокла и уже вот разрушилась практически основательно. О! Ну, не до конца, но что-то интересное получилось. Она еще не остыла. Пролила форму. Ну, снизу, да. Сейчас посмотрим середину. Очень интересно получается. Сейчас ее надо будет выдуть из нее все эти гидрогелевые шарики и посмотреть уже на более чистый, аккуратный образец. Конечно, форму еще не почистили, но вот такая штука получается. То есть она сейчас фокусится. Вот. А если попробую сейчас сфокусировать, вы видите, текстура такая интересная. Соты, открытые соты получаются. Но результат, конечно, не тот, что хотелось бы. Меньше температуры оно не прольется, а больше температуры оно все, видите, как бурлит и кипит. Такая интересная штука получается. Здесь вот видно эту текстуру. Ну, такое интересное, да? Это, конечно, нужно сейчас еще почистить, облагородить, и будет пушечка. Ну что, друзья, нужно подвести итог этого эксперимента. Довольно интересная конструкция получилась, она внутри пустотелая, и
будь эта штука побольше, она способна была бы пропускать воздух, свет, но при этом частично гасить звук. То есть как шумоизоляция довольно интересное решение было бы, если бы это все масштабировать. Конечно, сложно это назвать пористым алюминием, это далеко не пористый алюминий, но у меня просто сейчас нет возможности собрать установку, которая бы позволила вспенивать алюминий и делать пеноалюминий. Я думаю, в будущем все может быть, и, может быть, соберу эту установочку, вот как появится возможность, попробуем сделать еще что-то. Да, это не по теме водорода видео, но довольно близко, потому что, в принципе, для вспенивания алюминия как раз и применяют в том числе водород. Поэтому я и решил провести этот маленький эксперимент со своим единомышленником и сделать вот то, что мы для вас сделали. Вот. Если видео было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а дальше будет еще интересней. Пока-пока.